Всем привет, селигера! И сегодня мы с Джессикой решили половить раков. Настоящих, диких селигерских раков. Поставили вечером раколовку около берега. Здесь, друзья, норы. Кочки, а в них норы. Ну вот, решили посмотреть на утром. Есть что ли нет? Кость! Кость! Друзья! Есть! Вы посмотрите, друзья! Вы посмотрите, друзья, сколько диких раков. Обалдеть. Обалдеть. Джессика, ну-ка не мешайся. Раз. Два. Слушайте. А сколько раков можно ловить на селигере? А на селигере, друзья, можно ловить не больше 30 штук. Три. 4. А какого размера, друзья, должны быть раки? А раки должны быть от кончика хвоста до середины глаз больше 10 сантиметров, а это около 20. 3, друзья. 4, друзья. И это, ребята, дикие раки. Вы представляете? Настоящие дикие раки. 5, друзья. Смотрите, какие. 6. Отличные раки. А почему раки дикие? Вы знаете, есть такой очень старинный анекдот из 70-х годов. Барышня в Америке заходит в магазин и спрашивает: а если у вас дикая курица? Продавец на нее удивительно смотрит и отвечает: вы знаете, дикая курица возможно только в Восточной Европе, а у нас одна ферма. И вам очень повезет, если вы купите курицу, которая находилась на самом верху, а внизу вся будет обкакана. Вот они, дикие раки. Это не ферма. 9. 10. Все большие. Друзья, а как раньше в старину ловили раков? А я помню, когда я в 70-х годах приехал к бабушке, дедушка мне рассказывал: внучок, раков можно ловить только тогда, когда в месяце присутствует буква «Р». Дедушка, я же приехал на лето. Май, июнь, июль, август, а в сентябре уеду. И что ж получается, в сентябре можно только ловить? Да, внучок, буква «Р». А вот еще, друзья, раки. Смотрите, какие. Еще 3 штуки. Гляньте, 2, 3, вот. Шикарные, шикарные раки, друзья. Вон как наш тазик-то наполняется Джессикой. Джессика, скажи, да? А как вообще в старину ловили раков? Да очень просто, друзья. Бросали сапог, в сапог клали куриную лапку, и раки попадались. Ведь тогда раков было больше, чем туристов. А вот еще один такой замечательный, друзья. А вот еще один такой классный рак. Знаете, друзья, еще так ловили раков, я помню. Брали длинный шифер и клали на берегу. И вот в эти углубления в шифере, которые были на песке, тоже клали приманку. И раки, когда выползали на песок, они заползали под шифер, а утром мы приходили и собирали. Вот какой рак. Вот какой рак, друзья. Еще, друзья,
Я помню, как мы ходили с фонариком. Вы знаете, идешь по песчаному пляжу ночью, они выползают на берег, и ты их собираешь. Но не было фонарика, факел делали, и так вот с факелом идешь и собираешь раков. А потом садишься на берегу, разжигаешь костер, достаешь гитару, и вот мы под песни варили раков на Селигере. Вот, друзья, еще у нас тут парочку штук хороших. Вон какое уже у нас ведерочко набралось-то. Смотрите, какое шикарное. В те далекие времена, друзья, когда раков было много, люди очень боялись, что их раки попадут в их сеть. Вы представляете, друзья, сети тогда в магазинах не продавались. Особенно популярны были сети из лески. Плели их из тонкой 0,1, челнок. И сидишь ты вечерами, за окном метель, приходят друзья, пойдем в клуб. Нет, друзья, я буду сеть плести. Вот ты ее сплел 100 метров, например. Надо сажать 1 к 2. Это будет 50. Смотрите, какой рак, друзья. Вот еще один. Но это еще не все. Вы для того, чтобы посадить сеть, должны иметь веревку с грузами и веревку с поплавками. Это сейчас все продается. А тогда, друзья, нет. Покупали бельевую веревку, вытаскивали сердцевину и туда запихивали свинцовые груза, как финку. А поплавки делали из микропорки целые, чтобы сеть удобно ставилась, не путалась. Добавляли кольца. И вы представляете, друзья, вот в эту новую сеть, которую вы поставили, на второй день заползает 2 ведра раков. Так все, сетку можно выбрасывать, а раки никому не нужны. Вот рыболов и плакал. Представляете, раки попались в сеть. Смотрите, друзья, вот еще один такой. И вот, друзья, еще один такой. Смотрите, как наш тазик-то наполняется, а? Гляньте. Во какой тазик, полный раков, крупных, настоящих, диких, селигерских. Так что в те далекие времена, друзья, когда мелкие стоили по 3, а крупные были по 5, раки были никому не нужны. Но когда Михаил Жванецкий писал это произведение, то он не знал, что бензин будет стоить не копейки, а 50 с лишним рублей. Смотрите, друзья, вот такой рак. И еще такой рак. Я даже думаю, что и Роман Карцев не подозревал, исполняя произведение Михаила Жванецкого, что раки будут такие дорогие, а бензин будет дороже раков намного. Ох, вот у меня здесь еще раки, друзья. Вот здесь еще раки, смотрите. Вот это 2 рака. Смотрите, друзья. И вот здесь вот еще 1, друзья. Вот, смотрите, полный тазик мы набрали с Джессикой крупных раков. Вот полный тазик. Вот она, друзья, ловля раков на Селигере. Это осталось самая малость от того большого скопления, когда возили вазами в Москву. Вот, друзья, еще парочку вот таких раков, и мы с вами закончили. Вот такой полный тазик мы поймали. Пока-пока, друзья. До встречи на Селигере.